Друзья, всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск из серии Jazz Life. Прежде чем мы перейдем к истории нашего сегодняшнего героя, я хотел бы поблагодарить всех, кто посмотрел, поддержал и прокомментировал мои предыдущие выпуски. Я искренне рад вашей теплой реакции. Лично я вижу большой смысл в записи подобных видео, ведь мир джазовой гитары более чем достоин самой широкой популяризации. А имена и музыка великих джазовых гитаристов должны быть не меньше на слуху, чем звезд рока и блюза, ведь их вклад в развитие мировой музыкальной культуры сложно переоценить. Если вам нравится проект Jazz Life и у вас возникло желание его поддержать, ниже в описании вы найдете ссылку на мою страницу на Boosty, где я в первую очередь регулярно публикую образовательный контент по джазовой импровизации на гитаре, доступный по подписке. Но также вы там сможете и просто отправить донат. Сегодня мы поговорим о жизни и творчестве человека, которого можно было бы назвать любимым гитаристом вашего любимого гитариста. Во-первых, он вывел гитарную технику на уровень до него невообразимый. Но главное не это, а то, что на протяжении всей своей карьеры он наводил мосты между самыми разными музыкальными культурами и традициями, тем самым объединяя людей по всему миру посредством музыки. Его имя Джон Маклафлин. Джон Маклафлин родился 4 января 1942 года в небольшом городке Донкастер, графство Йоркшир, Англия. Его мать Мэри была профессиональной скрипачкой, а отец Джон, старший, был инженером. К сожалению, отец ушел из семьи, когда Джону было всего 7 лет, а воспитание 5 детей полностью легло на плечи матери и бабушки. Тогда же в возрасте 7 лет Джон впервые услышал записи классической музыки и, по его собственным словам, воспринял это как мощное послание его сердцу и душе. После этого Джон начинает проявлять огромный интерес к музыке и начинает заниматься на фортепиано и скрипке. Но все меняется в возрасте 11 лет, когда Джон впервые берет в руки гитару. Примечательно, что, как и великий Уэс Монтгомери, которого мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков, свою первую гитару Джон получил в подарок от старшего брата. Первая гитара была далека от совершенства. Это была совсем дешевая и разбитая гитара Добро со встроенным металлическим резонатором. Но даже такого инструмента было достаточно для любви с первого взгляда. Гитара становится главным интересом Джона, причем во всех своих проявлениях, от классики и фламенко до джаза и ритм-н-блюза. Он начал учиться играть самостоятельно, слушая записи таких мастеров, как Джанго Рейнхард, Андрес Сеговия и Чарли Крисчен. И, конечно, Маклафлин не избежал влияния набиравших тогда огромную популярность звезд блюза – Мадди Уотерс, Лидбелли, Биг Билл Брунзи и другие. Все эти музыканты стали первыми вдохновителями будущей легенды, и их стиль оказал огромное влияние на формирование его музыкального вкуса. В возрасте 14 лет Джон впервые слышит по радио запись традиционной музыки Южной Индии. Это был духовой инструмент нада-сварам в сопровождении табла. Эта музыка поистине потрясает его, и в нашем дальнейшем разговоре мы выясним, насколько важной стала индийская классическая музыка в жизни Джона Маклафлина. И еще одним мощнейшим впечатлением того периода стала музыка гигантов джаза Майлза Дэвиса и Джона Колтрейна. Именно такой спектр стилей и традиций, воспринятых Джоном еще в раннем возрасте, определил весь его дальнейший путь в музыке. Классика, блюз, фламенко, индийская музыка, а также джаз в исполнении главных новаторов той эпохи. К 16 годам Джон уже успел обзавестись своей первой электрогитарой фирмы Хофнер и в один прекрасный день набрался смелости, чтобы пойти на джем-сейшн в местный клуб. Надо сказать, что первый опыт успеха не имел. Музыканты постарше, увидев подростка с гитарой, предложили начать с темы Чероки в бешеном темпе и первое соло сыграть именно ему. Естественно, Джон разнервничался и не смог сыграть ничего вразумительного, чем немало повеселил остальных. Но надо отдать ему должное, этот провал не подействовал на юного Маклафлина,
и он продолжал приходить на эти джемы и пробовать свои силы снова и снова. И спустя всего несколько месяцев он получает приглашение в группу, которая называлась Big Pete Duchar и его профессора рэктайма. Группа активно гастролировала по всей Англии, и в один прекрасный момент Джон оказывается в Лондоне и решает остаться жить там. Это было самое начало 60-х годов, и в Лондоне уже кипела та бурная музыкальная жизнь, которая вскоре захлестнет весь мир. Среди музыкантов, с которыми общается и сотрудничает Джон, такие люди, как Мик Джаггер и Чарли Уотс, которые вскоре образуют группу Rolling Stones, басист Джек Брюс и барабанщик Джинджер Бейкер, будущие участники группы Cream. 15-летний Джимми Пейдж живет по соседству с Маклафлином и берет у него уроки игры на гитаре. Можете себе представить этот невероятный музыкальный котел, в котором кипели молодая энергия и талант, а юные гении, которые вскоре перевернут мир, пробовали свои силы в любом стиле от блюза до бибопа. Но вот чего не было в этом мире, так это денег. Все время в Лондоне Джон живет весьма бедно, и единственное, что его поддерживает, это студийная работа. Благо, Маклафлин хорошо читал ноты и разбирался в разных стилях музыки. Поэтому его часто приглашали на студийные сессии поп-звезд, например, таких как Том Джонс и Энгельберт Хампердинг. События начали ускоряться в 1968 году, когда Джон получил звонок от басиста Дэйва Холланда, еще одного будущего столпа джазовой музыки, в то время жившего в Лондоне. Дэйв сказал, что в город приезжает трио Билла Эванса, и его барабанщик, восходящая звезда нью-йоркской сцены Джек Диджанет, хотел бы встретиться и поиграть вместе. И эта встреча состоялась в легендарном лондонском клубе Ронни Скоттс. Маклафлин, Холланд и Диджанет поиграли в трио, пообщались и в целом прекрасно провели время. Но никто не знал, что Джек Диджанет записал этот джем-сейшн на магнитофон и, вернувшись в Нью-Йорк, показал эту запись Тони Уильямсу, великому барабанщику, новатору, участнику квинтета Майлза Дэвиса и одному из главных джазовых визионеров того времени. Тони к тому времени уже принял решение покинуть ансамбль Майлза и собрать собственную группу Тони Уильямс Lifetime. И, услышав запись с игрой Маклафлина, он точно понимает, что именно Джон должен играть в его новом ансамбле. Итак, в январе 1969-го Джон Маклафлин прилетает в Нью-Йорк. Надо сказать, этот переезд дался ему нелегко. Джон в то время по-прежнему на мели, и отправляют в Нью-Йорк его практически всем миром. Ронни Скотт, владелец клуба, помогает ему получить американскую визу. Дэйв Холланд дает взаймы $20 на билеты. А селится Джон поначалу в квартире Майкла и Рэнди Брекеров, пока те на гастролях. Но все меняется очень быстро. Тони Уильямс приглашает Маклафлина на концерт в одном из гарлемских клубов, где Джон знакомится с Майлзом Дэвисом. На следующий день он снова встречается с Майлзом и получает приглашение принять участие в записи нового альбома Дэвиса, который получил название In a Silent Way. А сразу после записи Джон присоединился к группе Майлза. Маклафлин на седьмом небе от счастья. Вчерашний бедный энтузиаст гитары из Лондона оказывается в эпицентре джазовой жизни. Играет в группе Тони Уильямса, записывается и выступает вместе с самим Майлзом Дэвисом. Вскоре небольшой британский лейбл Marmalade Records выпускает дебютный альбом Маклафлина Extrapolation, записанный в Лондоне в январе 1969-го, незадолго до вылета в Америку. Известность и востребованность молодого гитариста стремительно растет. С 1969 по 1972 года Маклафлин принял участие в записи таких альбомов Дэвиса, как уже упомянутый In a Silent Way. Также это Beaches Brew, альбом, который многие критики называют отправной точкой в истории нового стиля фьюжн. Одна из композиций на этом альбоме носит название Джон Маклафлин в честь нашего героя. Также это концертный альбом Live Evil, On the Corner, Big Fun и альбом Tribute to Jack Johnson. По воспоминаниям Джона, у Майлза в то время был достаточно экспериментальный подход к созданию музыки. Он не всегда точно понимал, чего он хочет, но точно знал, чего не хочет слышать. Зачастую на студии он просто называл тональность и начинал напевать определенный ритм. Барабанщик подхватывал его, затем подключался басист, и затем один за другим подключались все остальные участники ансамбля. И в тот момент, когда Майлзу начинало нравиться общее звучание, он начинал играть на трубе. В то время Дэвис все больше тяготел к фанку и ритм-н-блюзу. Его ориентирами были группа Sly and the Family Stone и Джеймс Браун. А это была именно та музыка, которую и сам Джон слушал в конце 60-х. В общем, Маклафлин оказался настоящей находкой для творческих поисков великого трубача. В
конце 1970-го, после одного из концертов, Майлз говорит своему гитаристу: «А теперь настало время создать собственную группу, Джон». Примечательно, что месяцем ранее Маклафлин получил приглашение присоединиться к новой группе Weather Report, которую создали еще одни выпускники Дэвиса, гениальные музыканты Уэйн Шортер и Джо Завинул. Но слова Майлза о собственной группе произвели на Джона такое сильное впечатление, что он отказывается от Weather Report и начинает собирать собственный проект, как минимум, чтобы оправдать веру в него великого трубача. И в 1971 году появляется группа Mahavishnu Orchestra. В нее вошли барабанщик Билли Кобэм, клавишник Ян Хаммер, басист Рик Лейерд и скрипач Джерри Гудман. Здесь уместно поговорить о том, что еще со времен жизни в Лондоне Маклафлин интересовался эзотерикой и индийскими духовными практиками. А в 70-м году он познакомился с индийским проповедником по имени Шри Чинмой. Этот гуру переехал из Индии в Нью-Йорк и стал обучать людей медитации. Маклафлин становится последователем учения Шри Чинмоя, даже записывает в его честь альбом «My Goals Beyond» и принимает духовное имя Махавишну, что означает «Большой Вишну». И именно это имя он использует для своей новой группы Mahavishnu Orchestra. Итак, в июле 1971 года группа впервые собирается в Нью-Йорке и репетирует в течение недели. Часть композиций Маклафлин написал еще в период сотрудничества с Тони Уильямс Lifetime. Тони очень высоко ценил Джона не только как гитариста, но и как композитора, и постоянно просил его писать музыку еще и еще. Первая серия выступлений Mahavishnu Orchestra прошла в нью-йоркском клубе Gaslight. Они играли в первом отделении перед выступлением блюзового певца и гитариста Джона Ли Хукера. Вообще интересно, как в то время переплетались стили и направления музыки, как на одних сценах, так и внутри отдельных проектов. Mahavishnu Orchestra выступает там на протяжении 2 недель, имеет огромный успех и практически сразу после этого заключает контракт с Columbia Records на запись альбома. Альбом Inner Mountain Flame представляет миру новое уникальное звучание. Это был настоящий фьюжн, в котором переплавлялись фанк, рок, джаз, элементы индийской классической музыки, нечетные размеры и сложные многочастные композиции. А феноменальная игра Маклафлина, в которой влияние Колтрейна и Дэвиса органично уживалось с индийскими рагами, задала новую планку виртуозности и глубины. В то время Маклафлин играл на 2-грифовой гитаре фирмы Gibson. Один гриф с 12 струнами, второй с 6. По воспоминаниям Джона, в то время еще не существовало таких педалей, как хорус, а 12 струн отлично подходили для аккордовой игры и арпеджио. А на 6-струнном грифе он обычно играл одноголосные мелодические импровизации. В изначальном составе группа Mahavishnu Orchestra выпустила еще 2 альбома – Birds of Fire и концертный Between Nothingness and Eternity в 1973 году, и, несмотря на огромный успех, вскоре распалась. Хаммера и Гудмана не устраивало подчеркнутое лидерство Маклафлина в этом проекте, а также его религиозные убеждения. Билли Кобэм жаловался на то, что группа часто отвергала его творческие идеи, а басисту Рику Лейерду только оставалось, что сожалеть, что группу убило банальное эго музыкантов. Так или иначе, 30 декабря 1973 года группа сыграла свой последний концерт, музыканты ушли со сцены, даже не попрощавшись. И уже в 1974-м Маклафлин собирает новый состав Mahavishnu Orchestra. В него вошли скрипач Жан-Люк Понти, Гейл Моран на клавишах, к слову, супруга еще одного гения джаза и фьюжн, великого пианиста Чика Кория, басист Ральф Армстронг, барабанщик Нарада Майкл Уолден, получивший имя Нарада также от гуру Шри Чинмоя, а также струнный квартет и духовой квартет. Таким большим составом, который Джон называл «настоящий Mahavishnu Orchestra», группа записала 2 альбома – «Апокалипсис» в 1974 и «Visions of the Emerald Beyond» в 1975 году. В записи альбома «Апокалипсис» также принял участие Лондонский симфонический оркестр, а продюсером проекта выступил сам Джордж Мартин, в прошлом музыкальный продюсер группы Beatles, которого часто называли «пятым Битлом». В 1976 году выходит последний альбом Mahavishnu Orchestra Inner Worlds, на котором состав уменьшился до квартета с Уолденом на барабанах, Армстронгом на басу и клавишником Стью Голдбергом. После этого Маклафлин распускает этот проект и переживает тяжелый эмоциональный кризис.
Но выйти из кризиса помогает давнее увлечение Джона индийской классической музыкой. К тому моменту он уже несколько лет осваивает индийский инструмент вина, индийскую ладовую систему, а также ритмическую школу Канакол. И в 1975 году Маклафлин создает проект «Шакти», в который вошли индийские музыканты Лакшминараянан Шанкар на скрипке, для удобства его на Западе называли просто Эл Шанкар, Закир Хусейн на табло, Тетакуди Харихара Винаякрам на инструменте гатам и Рамнат Рагаван на мридангаме. Специально для этого проекта мастер Эйб Уэктер изготовил для Джона уникальную гитару J200. На этой гитаре под основным набором из 6 струн под углом 45 градусов располагались дополнительные, отдельно настраиваемые 7 струн. Резонанс этих дополнительных струн делал звучание гитары похожим на ситар. Также на гитаре был скалопированный гриф, как на индийской вине. Шакти выпустили 3 альбома: «Шакти with John McLaughlin» 1975-го, «A Handful of Beauty» 1976-го и «Natural Elements» 1977 года. Проект представил широкой аудитории западных меломанов уникальную индийскую музыку. Гастролировал по всему миру и в целом имел огромный успех. А сам Джон Маклафлин стал первым западным музыкантом, исполнившим индийскую классическую музыку для широкой аудитории в самой Индии. В 1979-м Джон Маклафлин решает вернуться к электрогитаре и записывает альбом под названием «Джонни Маклафлин Electric Guitarist». Это была более мейнстримовая музыка в стиле джаз-рок, чем все проекты, которыми он занимался последнее время, а название было ироничной отсылкой в прошлое. Именно эти слова были написаны на первых визитных карточках Джона еще во времена жизни в Англии. Кроме того, Маклафлин, барабанщик Тони Уильямс и революционер бас-гитары Жако Пасториус в том же 1979 году образуют амбициозную супергруппу Trio of Doom. И хотя состав участников, мягко говоря, впечатляет, к сожалению, к большим результатам это сотрудничество не привело. Трио выступило на Кубе в рамках фестиваля «Гавана Джем», где Пасториус для начала выкрутил громкость усилителя на всю и устроил форменный дебош, играя, скажем так, все кроме того, что нужно. По воспоминаниям Маклафлина, начали они с его композиции «Dark Prince». Это был блюз в до-миноре, а Жако начал в ля-мажоре, что весьма далеко от до-минора. Джон и Тони переглянулись, а когда снова посмотрели на Пасториуса, тот был уже впереди сцены с басом между ног и делал с ним что-то в духе психоделических экспериментов Джимми Хендрикса. Уйдя со сцены, Тони первым делом бросился в туалет, чтобы побороть тошноту, а Жако, как ни в чем не бывало, начал говорить, что все прошло блестяще. Но Джон, в высшей степени интеллигентный и духовный человек, оборвал его и сказал, что не хочет его ни слышать, ни видеть. Видимо, это был предел доступной ему ярости. Но на этом история не закончилась. Дело в том, что компания CBS планировала опубликовать запись этого яркого выступления. Но Маклафлин отказался наотрез, и вместе они решили попробовать спасти ситуацию и записать те же композиции на студии. Однако студийная сессия закончилась дракой Уильямса и Пасториуса, и, естественно, никто ничего не опубликовал. Только в 2007 году компания Legacy Recordings попыталась реанимировать эти записи и выпустила альбом Trio of Doom, состоящий частично из записанного на концерте и из записанного на студии. Но главным событием этого года стало создание легендарного гитарного трио, в которое вошли Джон Маклафлин, гений фламенко Пако де Люсия и Ларри Кориэл, которого вскоре сменил Эл Ди Меола. Это было акустическое гитарное трио, исполнявшее музыку на стыке фламенко и джаза. В 1981 году вышел концертный альбом Friday Night in San Francisco, а в 1983 студийный Passion, Grace and Fire. Трио Джона, Пако и Элла навсегда осталось в истории как одно из высших проявлений гитарной музыки. В начале 80-х Джон Маклафлин выступает преимущественно с акустической гитарой, как в рамках прославленного гитарного трио, так и с собственной новой международной группой, получившей название The Translators, в которую вошли музыканты из Франции и США. В 1981 и 1982 годах они выпустили 2 альбома «Bello Horizonte» и «Music Spoken Here». В состав группы также входила французская пианистка Катя Лабек, впоследствии ставшая женой Джона. А с 1984 по 1987 года Джон возвращается к электрическому звучанию и возрождает свою легендарную фьюжн-группу. На этот раз он ее называет просто Махавишну.
В группу вошли саксофонист Билл Эванс, басист Йонас Хелборг, Митчелл Форман на клавишных и барабанщики Дэнни Готлиб и Билли Кобэм. Группа записала 2 альбома – «Махавишну» и «Adventures in Radioland». Примечательно, что Джон не просто вернулся к электрогитаре, но также стал активно использовать новые технологии – синтезатор Synclavier в сочетании с гитарой-контроллером от фирмы Roland. В конце 80-х Маклафлин и индийский перкуссионист Трилок Гурту образуют трио, в которое в разное время входили басисты Джефф Берлин, Кай Экхарт и Доминик Ди Пьяцца. Берлин участвовал только в живых выступлениях трио. Сменивший его Экхарт принял участие в альбоме Live at the Royal Festival Hall, а Ди Пьяцца в альбоме Q Allegria. Именно с этого трио началось мое личное знакомство с музыкой Джона Маклафлина. В детстве мне попалась видеозапись их концерта на ВХС. Сказать, что это был шок, это ничего не сказать. Казалось, что эти музыканты играют фантастическую музыку из далекого будущего, делают это на каком-то запредельном уровне виртуозности и взаимопонимания. В 90-е годы в творчестве Маклафлина – это очень разноплановый и важный лично для меня период. С одной стороны, он продолжает все свои акустические проекты из 80-х. Выступает в трио с Трилоком Гурту и Домиником Ди Пьяцца. Также совместно с Гурту пишет саундтрек для фильма «Молом. Сказка из Монголии». Вновь объединяется с Пако де Люсией и Эллом Демиолом для большого мирового тура и записи нового альбома «The Guitar Trio». В 96-м создает проект Remember Shakti, в который наряду с его старым другом Закиром Хусейном вошли выдающиеся индийские музыканты: мандолинист Шринивас, перкуссионист Сальва Генеш, вокалист Шанкар Махадеван и другие. Но наряду с этими акустическими проектами Джон также обращается и к электрогитаре, причем на этот раз он берет в руки джазовый инструмент Gibson Johnny Smith, а его импровизационный язык сдвигается в сторону современного хроматического постбопа. И вот это уже моя самая любимая ипостась Джона Маклафлина. Первый важный альбом в этом стиле — это After the Rain 1994 года. Альбом посвящения Джону Колтрейну, записанный в трио с великим барабанщиком Элвином Джонсом и гениальным органистом Джои де Франческо. Вскоре Элвина на барабанах сменил легендарный Деннис Чемберс, благодаря чему саунд ансамбля сместился в сторону фанк-фьюжн. А новое трио получило название The Free Spirits. Сотрудничество Маклафлина и Чемберса продолжилось и в следующем проекте «The Heart of Things». В новую группу вошли саксофонист Гарри Томас, клавишник Джим Бирд и басист Мэтью Гаррисон. Группа выпустила одноименный студийный альбом в 1997 году, а также концертный «The Heart of Things Live in Paris». А годом ранее, в 1996-м, вышел еще один знаковый альбом Джона Маклафлина, во многом определивший дальнейшее направление его творчества. Этот альбом получил название «The Promise». В его записи приняли участие 21 музыкант, а каждая композиция была записана новым составом. Это барабанщики Деннис Чемберс, Винни Калаюта и Марк Мондезир, басисты Джеймс Джинус и Пино Паладино. А в одной из композиций в качестве басиста принял участие легендарный Стинг. Среди других гостей на этом альбоме саксофонисты Майкл Брекер и Дэвид Сэндборн, гитаристы Джефф Бек, Эл Демиола и Пако де Люсия, индийские друзья Джона Закир Хусейн и Нишат Хан и другие. Альбом «Промис» — это большой студийный проект, охватывающий широкий спектр стилей и проявлений гения Джона Маклафлина. Этот альбом одновременно отразил весь 30-летний опыт предыдущей карьеры Джона и задал новое направление для его последующих проектов. В журнале Guitar Player так написали об этом альбоме. The Promise представляет собой глобальное турне по музыкальному видению Маклафлина и, как и его автор, имеет историческое значение. В
2003 году Маклафлин пробует себя на педагогическом поприще и выпускает большую видеошколу на 3 DVD-дисках «This is the way I do it», что можно перевести как «Вот как я это делаю». Впоследствии он выпустил еще одну видеошколу, записанную совместно с индийским перкуссионистом, участником проекта Remember Shakti по имени Сельва-Ганеш Винаякрам. Она целиком посвящена индийской ритмической системе канакол, которая вскоре после выхода школы приобрела большую популярность среди молодых джаз- и фьюжн-музыкантов на Западе. В 2006 году выходит новый большой студийный проект Маклафлина «Industrial Zen». Он в определенном смысле продолжает линию альбома «The Promise». В записи приняли участие большое количество музыкантов, а многие композиции были посвящениями. Например, «For Jaco» посвящена Пасториусу, «Wayne's Way» посвящена Уэйну Шортеру, «To Bob or Not to Be» посвящена Майклу Брекеру, а композиция «Dear Dalai Lama» посвящена, соответственно, Далай-Ламе. За этим альбомом последовал «Floating Point» 2008 года. Этот альбом стал своего рода сплавом проектов Шакти и Махавишну. В целом стиль альбома можно определить как электрический джаз-фьюжн, но в каждой композиции принимают участие и индийские музыканты. Таким образом, альбом органично сочетает два мира, столь близких Маклафлину — электрический джаз и индийскую классическую музыку. И еще одним большим событием в мире джаза в 2008 году стала супергруппа Five Piece Band, объединившая таких гигантов, как Джон Маклафлин, пианист и клавишник Чик Кория, саксофонист Кенни Гарретт, басист Кристиан Макбрайт и барабанщик Винни Колаюта. Группа проехала по миру с большим туром и по его итогам выпустила двойной концертный альбом. С 2010 года Джон Маклафлин собирает новую группу, с которой гастролирует и записывается и по сей день. Группа получила название Fourth Dimension. В первоначальный состав вошли знаменитый клавишник и барабанщик Гэри Хасбанд, французский басист Эдриан Ферро, которого вскоре сменил камерунец Этьен Мбаппе, и английский барабанщик Марк Мондезир. Первым альбомом группы стал «To the One» 2010 года. Сам Маклафлин говорил, что задумал этот альбом как посвящение великому альбому Колтрейна «A Love Supreme», вышедшему в 1965 году и оказавшему огромное влияние на Джона, как музыкальное, так и духовное. Надо сказать, что в далеком 1973 году Маклафлин уже отдавал дань уважения великой музыке Колтрейна на их совместном альбоме с гитаристом Карлосом Сантаной «Love, Devotion, Surrender». Но с моей точки зрения, «To the One», вышедший почти 40 лет спустя, это совершенно другой уровень, совершенно другая глубина и совершенно другой Маклафлин, мастер на пике и с огромным опытом за плечами. Затем последовало еще 3 альбома Fourth Dimension: «Now Hear This» 2012, где Мондезира на барабанах сменил индиец Ранжит Барот, «Black Light» 2015 и «Liberation Time» 2021 года. Каждый из этих альбомов — настоящее сокровище и суперактуальная фьюжн-музыка на переднем крае развития мировой музыкальной сцены. На протяжении всей своей более чем полувековой карьеры Джон Маклафлин получил огромное количество всевозможных престижных премий и наград в музыкальном мире. Он получил в общей сложности 6 премий Грэмми. Множество раз он признавался лучшим джазовым гитаристом в мире. В 2009 году журнал Rolling Stone поместил фамилию Маклафлина на 49-ю строчку в своем рейтинге 100 лучших гитаристов всех времен. Но забавно, что большинство гитаристов выше по этому списку называли именно Маклафлина среди своих главных музыкальных влияний. В 2010 году легендарный Джефф Бек сказал: «Джон Маклафлин показал нам столько разных граней игры на гитаре и познакомил тысячи из нас с мировой музыкой, смешав индийскую музыку с джазом и классикой. Я бы сказал, что он лучший гитарист из ныне живущих». А великий Чик Кория говорил: «То, что Джон Маклафлин сделал с электрогитарой, поставило мир на уши. Никто никогда раньше не слышал такой игры на электрогитаре, и это, безусловно, вдохновило меня. Группа Джона больше, чем мой опыт общения с Майлзом, побудила меня сделать погромче и написать музыку, которая была более драматичной и от которой волосы вставали дыбом.
4 января этого года Джону Маклафлину исполнилось 83 года. И он по-прежнему гастролирует, выступает и заряжает своей магией миллионы слушателей по всему миру. Махавишну, Большой Вишну, такое имя ему дал духовный учитель Шри Чинмой. И в этом есть поразительное видение истины. Джон действительно, как воплощение большого божества в мире музыки, не только раздвинул рамки возможного в игре на гитаре, но и всегда был и остается символом искусства с большой буквы, служения музыке и приверженности высоким духовным идеалам.